Скоро лето. Кира не любила это время года. Не потому, что было жарко, просто летом Женя почти совсем не приезжал домой. Кира и Женя были женаты уже 7 лет. Жили, в общем-то, хорошо, почти не ссорились. Кира была благодарна Жене, что не побоялся, взял ее с маленьким ребенком. Олежке было тогда всего около года. Папа мальчика, Антон, узнав о беременности подруги, тут же исчез с поля зрения, на звонки не отвечал, дома дверь не открывал. Тогда Кира пришла к нему на работу, она просто хотела посмотреть ему в глаза, а будущий папаша, увидев ее, так затрясся, что она даже рассмеялась. «Да не переживай, Антоша, ничего мне от тебя не нужно, это не твой ребенок». «Я знал, знал!» — закричал Антон с облегчением и победно оглянулся на сослуживцев, с интересом наблюдавших за их разговором. «Ты хотела на меня чужого ребенка повесить. Не выйдет». «Это не твой ребенок, а мой», — спокойно ответила ему Кира. «У таких, как ты, родных детей не бывает. Для них все дети чужие». Антон хватал воздух ртом, не зная, как ответить Кире, а наблюдавшие с презрением отвернулись от него и разошлись по своим делам. Кира тоже ушла, чтобы больше никогда не видеть этого, как казалось раньше, любимого человека. Когда Олежке было полгода, Кира попросила свою маму, которая была на пенсии по инвалидности, сидеть с малышом, а сама вышла на работу. Она до декрета работала в мебельном магазине, и ее с радостью взяли обратно. Таких ответственных и приятных в общении работников найти очень трудно. Там она и познакомилась с Женей. Он привозил в их магазин мебель с фабрики. Кира сразу рассказала Жене о сыне. Он даже ничуть не смутился, только серьезно сказал: «Вот женимся, родишь еще мальчика, а потом и девочку. Я детей люблю». Кира даже опешила, не ожидала она такого быстрого предложения и сама не готова была к замужеству, но решила, что надо соглашаться, пока предлагают. К тому же Женя парень симпатичный, серьезный и зарабатывает хорошо, ведь работает он на своей машине. А одной ей трудно в жизни будет с малышом. Мама часто болеет, и сколько сможет сидеть с Олежкой, неизвестно. Так что уже через 3 месяца Кира стала его женой. На удивление, замужем ей понравилось. Женя был работящий, не скандальный, а главное, не ревнивый. Но Кира и не давала ему поводов для ревности. Она была верной женой и надеялась, что муж тоже не посмотрит на сторону. Когда она однажды спросила мужа, не изменяет ли он ей, он засмеялся и ответил, что если она растолстеет и будет ходить дома в старом рваном халате, тогда он подумает над этим. Кира успокоилась. В старом рваном халате она дома точно никогда ходить не будет. Так прошло 7 лет. Женя за это время купил другой грузовик. Теперь он ездил по всей стране, перевозил разные грузы. Зарабатывал хорошо, но дома бывал мало. Кира открыла свой мебельный магазин и, чтобы не скучать, много работала. Олежке было уже 8 лет, рос он хорошим, добрым мальчиком, занимался спортом, даже уже имел несколько медалей. Олег любил Женю, хоть и знал, что он ему не родной отец, и очень старался, чтобы папа гордился им. Но вот Кира родить сына или дочь Жени так и не смогла. Еще 5 лет назад они оба обследовались, и врачи сказали, что, скорее всего, у них просто банальная несовместимость. Кира не очень трагично отнеслась к этому известию, ведь у нее уже был сын. Но она чувствовала огромную вину перед Женей. Она обещала ему ребенка. Он так надеялся и ждал. Когда он понял, что общих детей у них не будет, то как-то скис,
паник, но через пару лет опять воспрял духом, повеселел, стал даже более заботливым, чем раньше, интересовался делами в магазине, успехами Олежки, чему Кира была очень рада. Она с удовольствием ему все рассказывала, шутила. Кира была счастлива, что Женя смог смириться с тем, что у них не будет детей, и стал прежним. Родители Жени жили в 100 километрах от их городка в небольшом селе. Женя очень часто проезжал мимо них и постоянно оставался там на ночь, а то и не на одну. Кира даже немного обижалась на мужа, мол, у родителей он чаще бывает, чем дома, но успокаивала себя тем, что Нина Степановна и Иван Сергеевич уже пожилые, ведь им было за 60. Жили они в своем, довольно старом уже доме, им часто нужна была помощь сына. Кира не ругалась с мужем из-за этого, она боялась опять расстроить Женю, помнила те 2 года его уныния. После стольких лет, прожитых вместе, Кира была не только благодарна мужу, она его любила, по-настоящему, всей душой, и даже представить себе не могла, что они могли бы расстаться. Ей было тяжело жить так, в постоянной разлуке, но ради Жени она была готова на все. В тот майский вечер Кира почувствовала какую-то тревогу. Она не понимала, чем это было вызвано. Может, мыслями о том, что летом Женя почти не приезжает домой, а она стала тяжелее переносить его отсутствие. Кира набрала номер мужа по сотовому. «Женечка, ты где сейчас? У родителей? А почему голос такой? Что-то случилось? Но я же только спросила. Извини, если обидела. Пока». Кира смотрела на потухший экран телефона и чуть не плакала. Муж никогда не разговаривал с ней так грубо, как сегодня. А ведь она только и спросила, почему у него такой грустный голос. Кира не знала, что делать. Она металась по дому, потом не выдержала, на своей машине отвезла Олежку к бабушке, а сама поехала в село, где жили родители Жени. Приехала Кира туда поздно вечером. Грузовика мужа около дома уже не было. Она очень огорчилась, зря проехала такое расстояние, но все же постучала в дом. Нина Степановна очень удивилась, почему-то смутилась, но гостеприимно распахнула дверь. Потом накрыла стол, и они сели пить чай. Иван Сергеевич уже спал, поэтому они не шумели и тихо разговаривали. Кира хотела было рассказать свекрови о своей тревоге, как вдруг из комнаты вышла маленькая заспанная девочка лет 3, очень похожая на Ивана Сергеевича и Женю. Девочка терла глаза, хныкала и звала маму. Нина Степановна тут же вскочила и подхватила девочку на руки, стала убаюкивать ее, ласково напевая простую песенку. Кира удивилась, откуда здесь ребенок. Дождалась, пока свекровь уложит малышку, и спросила об этом. «Это дочка нашей родственницы, Люды», – торопливо ответила Нина Степановна. «Она погибла несколько дней назад. Кроме нас, у нее никого нет. Вот мы и забрали Катеньку». «Вы хотите ее оставить у себя?» – сочувственно спросила Кира. «Не тяжело вам будет? Все-таки она еще совсем маленькая. И где ее папа?» Свекровь что-то хотела ответить, но тут вышел из спальни Иван Сергеевич. Видимо, его разбудила Катя. Свекор увидел Киру и замер в дверях. Кира подошла и поцеловала его в щеку. «Вы уж извините, что мы вас разбудили. Катюшка просыпалась. Она такая хорошенькая. Жалко ее маму. Вы молодцы, что не бросили малышку. Но я говорю маме, тяжело вам с ней будет. Не молоденькие вы уже». Иван Сергеевич как-то странно посмотрел на жену, а Нина Степановна поспешила объяснить. «Я рассказала Кирочке, что Люда, наша родственница, погибла,
Вот мы и забрали Катеньку к себе». Иван Сергеевич ничего не ответил, молча кивнул Кире, почему-то махнул рукой и ушел обратно в свою спальню. Кира подумала, что свекор расстроен смертью Люды, поэтому не обратила на все это внимания. Она повернулась к Нине Степановне. «Мама, я сегодня у вас останусь ночевать. Можно я посплю в комнате с Катюшкой? Присмотрю за ней. Хорошо?» Свекровь помялась, но кивнула. Всю ночь Кира не спала. Она смотрела на спящую девочку, тихонько гладила ее по светлым волосикам и уже знала, что скажет завтра мужу и его родителям. Приняв решение, Кира уже под утро заснула. Проснулась она от того, что кто-то на нее смотрит. Резко открыв глаза, она увидела стоявшего рядом с ее кроватью мужа. Он смотрел на Киру и спящую рядом с ней малышку, смотрел напряженно и с каким-то страхом. «Женечка!» — с мольбой улыбнулась Кира. «Давай ее заберем. Пожалуйста, я смогу ее воспитать. Правда». Женя резко отвернулся и вышел из спальни. Кира быстро оделась и побежала за ним. Нашла она его во дворе. Он сидел на скамейке под старой березой, и на глазах его были слезы. «Прости меня», — тихо сказал он Кире, когда она присела с ним рядом. «Прости». «За что?» — удивилась Кира. «Ты не хочешь ее забирать? Я понимаю, что ты хотел своего ребенка, но не получилось у нас. Значит, судьба у нас такая. А Катенька на тебя даже похожа. Она будет нам самая родная. Вот увидишь». Женя закрыл глаза и скрипнул зубами. «Она похожа на меня, потому что она моя дочь», — выкрикнул он. «Прости, я люблю тебя, правда. Это и было всего один раз. Глупо и случайно. Люда жила со старенькой бабушкой в соседнем поселке. Я ездил туда к товарищу на юбилей и сам не понял, как так получилось. Потом Люда сказала, что беременна, и твердо решила родить ребенка. Сказала, что я все равно буду ее мужем. Я ей ответил, что на ребенка согласен, буду помогать, но с тобой никогда не разведусь. Я ее не любил». Женя тяжело вздохнул, не поворачиваясь к Кире. Он боялся посмотреть ей в глаза и продолжил. «Мои родители знали о Кате. Осуждали, конечно, меня, ведь они очень тебя любят. Но уже что сделано, то сделано. А тут Люда. Она не умерла. Просто позавчера она привезла Катеньку сюда с вещами и нотариально оформленным отказом от дочери в пользу меня. Видите ли, она выходит замуж за иностранца и вести с собой ребенка не хочет. Да и вообще, она ей не нужна, раз я не согласился жениться на ней. А я не знал, что делать. Тебе признаться боялся. Родители уже пожилые. Катю могут оставить со мной, только если ты согласишься на ее удочерение. Я узнавал». Кира была ошеломлена. Она ничего не ответила Жене. Встала, медленно пошла в дом, зашла в комнату к спящей Катеньке и присела рядом с девочкой. Ей хотелось ненавидеть малышку. Она искала в ее хорошеньком личике чужие черты лица, но видела только схожесть с Женей, родным, любимым Женей. Кира тихо заплакала. Она закрыла лицо ладонями, слышала, как слезы текут сквозь пальцы, но не вытирала их, будто надеясь на то, что они смоют ее обиду. Вдруг она почувствовала теплое прикосновение к своей руке. Кира убрала ладони и увидела, что девочка смотрит на нее огромными синими глазками и улыбается. «Не плачь, я же не плачу. Давай я тебе косичку заплету». Кира и правда перестала плакать.
Она представила, как Катюшка сидит на казенной кроватке в детском доме, плачет, но никто не обращает на нее внимания. Передернула плечами, быстро вытерла слезы и мягко обняла малышку. «А давай лучше я тебя расчешу. Косички я пока заплетать не умею, но обязательно научусь». Вскоре, по решению суда, Кира и Женя удочерили Катю. Олежка был очень рад сестренке. Он сказал, что будет ее защищать, ведь теперь он старший брат. Женя перестал ездить по рейсам, он и Кира вместе занялись магазином и вскоре открыли еще один. Кира, конечно, не смогла забыть измену мужа, но простила его и никогда не упрекала. Она видела, как искренне он чувствовал свою вину. В конце декабря Кира с Катюшкой пришли домой с новогоднего утренника. Катя была счастлива, потому что Дед Мороз подарил ей большущую коробку конфет. Она подбежала к папе, обняла его и громким шепотом сказала: «Папочка, знаешь, что я попросила у Деда Мороза? Еще одного братика, ну, или сестричку». Женя испуганно посмотрела на Киру и ответил дочери: «Малыш, он не сможет выполнить твое желание. Попроси что-нибудь другое». «Но почему не сможет?» Хитро улыбнулась Кира. «Разве можно отказать такой замечательной девочке?» Женя замер, глядя на жену, а она засмеялась и кивнула. Когда Олежка пришел с тренировки, он увидел, что папа, счастливо смеясь, кружит маму на руках по комнате, а сестренка, вся измазанная шоколадом, сидит на диване и пожимает плечиками. Мальчик сел рядом с Катюшкой, взял у нее конфету и сказал: «Классные у нас родители, правда, сестренка?» Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.